Привет, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы остаетесь вместе с нами. Благодаря вашей заинтересованности, благодаря вашим многочисленным вопросам, вашему настроению, мы продолжаем работать над своим каналом. Мы продолжаем делиться с вами своим опытом, своими знаниями, той информацией, которую мы сегодня имеем. В этом ролике мы постараемся в доступной форме рассказать вам, как самостоятельно определить время проведения необходимых работ на своем винограднике. И кратко мы сейчас расскажем об этих работах. Надеемся, что это видео будет полезным каждому виноградарю, поэтому устраивайтесь поудобнее, возможно даже с блокнотом и ручкой, чтобы ничего не пропустить и не забыть. В первую очередь вы должны понимать, что виноград, как и почти все растения, не живут по числам календаря, а придерживаются своему определенному графику росту и развития. Мы называем это фенофазой. Сразу отметим, что у винограда вегетационный период состоит из следующих 6 фаз. Первая фаза – это сокодвижение. Начинается с начала весеннего сокодвижения до начала распускания почек. Вторая фаза происходит от начала распускания почек до начала цветения. Третья фенофаза – это непосредственно цветение, стартует от начала и продолжается до конца цветения. Четвертая фенофаза – это рост ягод. Эти сроки от конца цветения до начала созревания ягод. Пятая фенофаза называется созревание ягод. От начала созревания ягод до полной зрелости ягод. Шестая фенофаза. В этот период идет созревание побегов и продолжается до опадения листьев. Седьмая фаза. Я бы добавил еще один период, который назвал бы периодом покоя. В это время идут медленные процессы утолщения подземных частей куста, тратится ранее накопленная энергия. Друзья, не забывайте, что годичный цикл виноградного растения тесно связан с природно-климатическими условиями. Друзья, а теперь, как я обещал, я в этом видео расскажу кратко, какие конкретно работы на винограднике в течение всего года или вегетационного периода мы рекомендуем проводить вам на своих участках. Внимательно смотрим. Календарный год начинается в январе, зимой. Вспоминаем, что это период покоя. В это время виноградарю лучше взять отпуск и самому восстановиться и подготовить свои силы к новому сезону. В остальное свободное время проводят снегозадержание на винограднике, заготавливают черенки для размножения, также заготавливают органические и минеральные удобрения, планируют, по какой схеме работать в наступившем сезоне. И, кстати, на эту тему уже есть у нас видео. Также это удачное время для строительства и ремонта шпалеры, конечно, если позволит погода. Также закупают и ремонтируют рабочие инструменты, подвязочный инструмент и всевозможные материалы. В феврале На неукрывных и арочных формировках самое время провести окончательную обрезку с учетом планируемой нагрузки. Не забыли, что лозы для плодоношения мы оставляем только хорошо развитые, вызревшие на всю длину, диаметром не менее 7 мм до 15 мм. в марте. Вот наступила весна. На календаре март, но мы помним, что винограду надо намного больше тепла, и поэтому при наступлении календарной весны до фазы распускания почек мы еще можем внести в междурядье виноградника органические удобрения, если они не были внесены еще осенью. Из расчета на один куст навоза или компоста 10-15 кг, или минеральных удобрений, азотных 90-100 грамм, фосфатных 150-250 грамм. Если же в почве недостаток калия, то калийных 40-60 грамм или нитромофоску 150-250 грамм на куст. Как только почва уже начинает просыхать, тогда можно освободить лозы от укрытия. После зимы стоит осмотреть лозы на сохранность, это очень важно. Возможно, проявился пятнистый некроз, особенно на рукавах и штамбах. Тогда есть смысл обработать такие кусты 5% раствором медного купороса. На небольших возрастных плантациях
будет эффективным очистить кору, а вместе с ней и убрать всевозможных вредителей. Эту кору и части поврежденных лоз лучше сжечь. Не забываем, что пока нет проросших почек, мы можем продолжать ремонтировать шпалеру и делать обрезку. Нагрузку кустов волосками или почками, будущими побегами, необходимо устанавливать конкретно для каждого сорта, учитывая его силу роста и возраст. Если кусты у вас имеют слабый прирост, то такое растение надо обрезать покороче, оставляя на нем меньше почек, чем в прошлом году. И вот у вас все готово, и вы можете сделать сухую подвязку рукавов и стрелок плодоношения. Желательно завершить ее до распускания почек. Все рукава и стрелки, в зависимости от их длины, подвязывают горизонтально или наклонно к первой и второй проволоке на шпалере. В этот период, с середины марта до начала мая, вы можете спокойно провести ремонт виноградника готовыми однолетними саженцами. Как это сделать правильно, можно также посмотреть на нашем канале. В случае малого количества осадков и слабого сокодвижения, это можно определить по такому явлению, как плач винограда, рекомендуется сделать мощные влагозарядковые поливы по 30-50 литров воды на один куст. В апреле-мае, чаще во второй половине весны, в апреле начинается распускание почек. Здесь не затягивайте и проведите обломку лишних побегов, оставив на кусте ровно столько, сколько ваш сорт в своем возрасте и в вашем регионе может дать вам качественных ягод. Диапазон таких побегов по количеству примерно 30-40 штук на один куст, если куст имеет приближенную к стандартной формировке. Причем обломку лучше делать в два приема. Первую в начале роста побегов, когда они достигают длины 6-8 см. Вторую обломку начинают выполнять при появлении соцветий, когда можно отличить плодовые побеги от бесплодных. Бесплодные можно оставлять в тех местах, которые нам пригодятся в следующий год и будут нам играть альтернативой для замены или страховки рукавов или побегов. По мере роста зеленых побегов регулярно проводят их подвязку, равномерно распределяя побеги на шпалере. И не забывайте, что существует проблема обратных весенних заморозков и не только на территории Украины. Это касается практически всех широт мира, которые находятся севернее 40-й параллели. Кстати, уже сегодня на рынке появляются специальные препараты, которые могут позитивно бороться с такими явлениями. Если кто-то знает больше на эту тему, в комментариях напишите под этим видео. В мае, при недостатке влаги в почве, в это время нужно проводить первый вегетационный полив, во время которого почва должна пропитаться на всю глубину залегания основной массы корней. Для сохранения влаги необходимо проводить регулярное рыхление почвы междурядий или же их мульчирование. С целью защиты виноградника от грибковых заболеваний перед цветением его необходимо обязательно обработать контактными или системными фунгицидами. В это же время, не дожидаясь гусениц листоверток, проводят опрыскивание виноградника инсектицидами. Если появляются клещи, тогда акарицидами. За 3-4 дня до цветения проводят прищипывание верхушек побегов на сильнорослых сортах винограда, а также на сортах, склонных к осыпанию завязи и бутонов. Также для улучшения опыления не помешает обработка комплексными минеральными удобрениями с микроэлементами, особенно с повышенным содержанием бора. Пасынкование. Пасынки или побеги второго порядка берут на себя много питания, и их чрезмерное количество может снизить качество и количество вашего урожая. Поэтому необходимо регулярно проводить их прищипывание или удаление несколько раз за лето, оставляя 2-3 нижних листка. Выламывать пасынки полностью не рекомендуется. И вот наступило лето на календаре. Этот период характеризуется началом цветения большинства сортов, и очень часто начало лета в ваших широт, то есть у многих из вас, сопровождается резким похолоданием, ветрами и даже проливными дождями.
И многие из вас просто не могут физически обработать виноградник. Обязательно обработайте свой виноградник до и после цветения. Обработки летом проводят в следующие периоды роста виноградника. После цветения. Потом, спустя 10-14 дней в фазе роста ягод. Потом снова через 10-14 дней, когда ягоды в грозди уже большие и начинают смыкаться в грозди. Ближе к созреванию добавляем в защиту препараты против аидиумы и серой гнили. И последняя обработка проводится за 18-20 дней до начала сбора вашего урожая. Не забывайте качественно проводить опрыскивание. Также не забывайте, что нет максимально устойчивых сортов против болезней и вредителей. Существует миф о том, что для получения хороших вин виноградная лоза должна страдать. Но запомните, при выращивании столовых сортов такой подход применять нельзя. И в обязательном порядке надо проводить корневые и внекорневые подкормки винограда, причем учитывать виды удобрений и сроки их внесения. Так, первую подкормку можно сделать через 8-10 дней после цветения, вторую перед созреванием винограда. Внекорневые подкормки можно совмещать с опрыскиванием виноградных кустов фунгицидами и инсектицидами, но при этом надо учитывать совместимость всех препаратов между собой. Вот вам для подсказки соответствующая табличка. Полив на плодоносящих виноградниках проводят в те же сроки, что и подкормки. Их целесообразно объединять с подкормками минеральными и органическими удобрениями. Поливаем с учетом потребностей, иногда даже во время созревания и уборки. Июль. Чеканка. Хороший и нужный прием – это чеканка побегов. Она дает сильное развитие гроздей. Делают чеканку в период замедления роста зеленых побегов на сортах разных сроков созревания в разное время. В августе не задерживайтесь с уборкой. Чем вы раньше снимете виноград с куста, тем больше времени будет у ваших кустов подготовиться к следующему сезону перед зимой. В сентябре. Осенью, после уборки ягод винограда, мы рекомендуем провести еще дополнительное опрыскивание. Детально можно посмотреть в соответствующем видео у нас на канале. В октябре. Поливать или не поливать виноградник перед зимой – это зависит от общей влажности почвы на вашем участке. Если осень сухая и не предвидится осадков, можно провести влагозарядковый полив, примерно около 100-120 литров на квадратный метр. В ноябре. Те, кто свой виноградник укрывает, могут это сделать после предварительной обрезки. Как мы рекомендуем укрывать, вы можете также посмотреть соответствующий ролик на нашем канале. Поздняя осень – это прекрасное время для высадки саженцев винограда. Осенью в нашем питомнике максимальный выбор сортов. Не забывайте, что посадочный материал должен быть идеальным. Какими должны быть саженцы по качеству, смотрите также в наших видео. Друзья, ну вот мы с вами в этом видео дружно добрались до периода покоя винограда. Давайте потратим это время с пользой и как можно больше вместе с вами с посредством наших видео узнаем об этой уникальной культуре. Спасибо всем за просмотр и не забывайте оставлять комментарии под этим видео. И конечно же ставьте нам лайки. Друзья, мы следим за самыми активными подписчиками и обязательно в скором будущем, рано или поздно, мы отметим таких подписчиков своими подарками. Спасибо всем вам без исключения и до новых встреч на нашем канале. Всем пока!